Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, у нас с вами огромное количество работ денежных. И я всегда объясняла, и это мое твердое убеждение, значительно легче переживать любую трагедию в жизни, когда есть финансовый достаток. Потому что безденежье, нужда, оно усугубляет любую беду. Человек дома заболел, лечить. Вы знаете, что это очень недешевая задача в наше время. Ребенок должен учиться. Молодые женятся, им купить или снять отдельное жилье, чтобы они жили своей семьей. Потому что молодая семья, она требует времени, чтобы притираться друг к другу, понять, содержать имущество, заправлять машину, менять детали. У тебя есть кошки, собаки, им нужен корм. Им нужно к ветеринару, если они заболеют. Вы понимаете, что без финансов никуда. У нас мир материальный, он не духовный, к сожалению или к счастью. Мы не питаемся святым воздухом, мы не одеваем шкуры, уже навыки потеряли. Но он есть, конечно, у профессиональных охотников, но мы уже давно потеряли навык охоты. И мамонтов не добываем давно. Следовательно, человек трудится, отдает свою энергию, свое здоровье, время, молодость, но взамен приобретает материальные блага. По-другому никак. Если люди хотят хорошо жить, они должны трудиться. Вот, находясь под постоянным прицелом завистников всю свою сознательную жизнь, хочу вам сказать, как человек, ветеран боевых действий ютубинских и прочих войн, единственное, чем я могу этим людям ответить, это своими трудами. Когда люди говорят, вот я хочу там бывшему отомстить, хочу там свекрови сделать плохо, вот хочу доказать родителям, что они вот зря со мной жестоко обращались. У меня один рецепт от этого всего. Работайте, трудитесь, поднимайтесь, добивайтесь успеха. Это самая лучшая месть на земле. Это пережить эти люди не могут. Поверьте мне, что зависть убивает людей. Я знала таких людей. Они умерли из-за зависти. Естественно, у кого-то сердце остановилось, кто-то пошел покончил с собой, кто-то от того, что все время загонял себя, все время думал о том, что вот соседи лучше живут. В какой-то момент был невнимателен, попал под машину, потому что он обозленный шел. Кто-то онкологию получил от этого, кто-то еще что-нибудь. Но умерли эти люди от зависти, потому что вся их жизнь состояла из того, чтобы пойти на кого-то настучать, кому-то поганить жизнь. Директор нашей школы, где я училась, первой школы, национальной школы нашей, она была такой человек-спекулянт. Ходила такая вся неопрятная. Я один раз помню, она приехала, звонок там отвлекли. Притом, при всем, что они очень хорошо жили, они с мужем торговали. Еще в то время, когда в советское время, когда это пресекалось, это все, но все знали, что они торгуют, она возила, своим же учителям продавала. Ну, такая была женщина-босячка. Как ее поставили директором, большой вопрос. Ну, связи помогли, деньги.
Вот эти ее дорогие вещи. Я помню, она купила себе такую, значит, золотую цепь, очень толстую, в то время редкость такая была, и часы золотые, то есть висели как кулон. И вот при всем, при том, что у нее были дорогие одежды, я помню, один раз у нее на заднице, прям на юбке прилиплены, то есть вот этот след от утюга. Она, видимо, гладила прям. Вот этот вот след от утюга, она прям вот в этом и пришла в школу. Там мы говорили, что вот, вы знаете, у вас... Да и ничего страшного. Она никогда не проводила с нами занятий, ни разу. Пока нас не взяла другая учительница, Луиза Александровна, это учительница русского языка. Вот она очень такой сильный была специалист. А вот наша директриса, которая тоже вроде бы преподавала русский язык, ни один урок не был проведен ею. Она приходила: какой у вас урок? Так, 5-й урок, давайте перенесем. Сейчас у вас будет математика, на мой урок домой идите. Или заходили, если будете молча сидеть, значит, все, у вас урока не будет. Но если я звук услышу, это... Потом не обижайтесь. В общем, мы молча сидели, лишь бы урока не было. Естественно, детям что надо? Не учиться. Вообще воспитание, что такое воспитание? Это определенное применение насилия. Но, естественно, в нормах закона и смотря какое, да? Потому что если ребенка не заставить, он не будет учиться. Если ребенку там не объяснить, если не наказать, он будет дальше продолжать свои ошибочные действия и так далее. И вот эта женщина, при том, что у нее был хороший муж, все было хорошо, ужасающе завидовала всем. Всем девочкам, которые выходили замуж, прикрепляла там это пятно: шалавы, гулящие. У того муж такой-то сякой. Понимаете, ужасающая зависть. И это привело к тому, что ее дочь, рожая нескольких детей, она там завидовала, что зять там бедный, небогатый, а вот у тех там богатый, почему должны? Я богатая женщина, мою дочку не берут замуж, а вот у этих взяли и так далее. Дочь выкинули, в общем, 6 детьми. Муж умер от рака. Она начала гулять, жены этих мужиков ее били. Она лишилась работы, ее выгнали с работы, ее там знакомые с района ушли. И она стала просто позорница, одним словом, потерявшая все в жизни. У этого человека было очень много. Она жила просто замечательно. В то время, когда ванны еще никто не слышал в селениях, у них были ванны, туалеты в доме, то есть все у них... Что происходило, невзирая на свою нормальную жизнь, устроенную жизнь, этот человек жила с завистью. То писала заявление на какую-то женщину, которая там построила кухню перед домом. Имеет она право, не имеет. Потом, значит, по ее заявлению приехал трактор и пытались разрушить дом вдовы, у которой там 3 детей. Она там под трактор кидалась. Потом с какой-то женщиной подрались, та ей там вырвала клок волос, а эта клок волос схватила, поехала в милицию, жалобу. Всю свою жизнь человек поганила всем жизнь. Понимаете? И в итоге осталась ни с чем. Это к тому, что, да, заговоры, ритуалы, они будут вам помогать, но если внутри вас вы сами себя не перевоспитаете, не исправите, не пересмотрите многие вещи, подсознание свое не поменяете, эти мои работы будут помогать, но короткое время. Нужны деньги, они приведут деньги в вашу жизнь. Однако это не сделает вас ни несчастными, ни счастливыми. Вы сами по себе внутри должны быть целостные личности, и тогда, естественно, денежное вознаграждение сверху, это уже дополняет картину. Сегодня почитали мои, значит, работы сколько. Оказалось 2032 ролика. И это не самый плодотворный год, я вам скажу. Это тяжелый был год. И по меркам остальных лет я в этом году не так много работала. Имеется в виду с каналом связаны. И еще не забывайте, что это «Ведьмин купол»,
Это люди, которым я помогаю, и даром помогаю многим, и те, которые приходят по консультации и прочее, прочее. Это все в одну кучу. И есть еще семья, есть еще свои заботы. Вот я к чему. Хочешь хорошо жить, включи внутри себя титана и начинай работать. И всегда знай, что люди, у которых не получилось, будут мстить людям, у которых получилось. То есть тебе. Много денег, много ответственности. Много возможностей, много ответственности. Купил машину, замечательно, а теперь знаешь, что там детали, что там страховка, что там налог на машину должен быть, бензин, что там всякое, и нужно ездить осторожно. Могут тебя задеть, ты можешь задеть, все что угодно. Купил дом, очень хорошо. Особенно частный дом. Он очень многое нужно изначально менять. Ты не думаешь, что ты купил дом чужой, просто зайдешь и будешь жить там. Потому что они многое скроют, многое не скажут, многое там будет старое, надо будет менять эти трубы, это все переставлять, эти все счетчики менять, заборы делать и так далее. Рассчитывай на себя. Покупаешь квартиру, знаешь, что эту квартиру ты должна платить коммунальные, там должен быть кто-нибудь хотя бы ездить смотреть или жить. Если живут люди, значит, таких людей пускать, чтобы там был порядок, чтобы не жаловались соседи и так далее. Понимаете, все люди говорят, мы хотим богато жить, хорошо жить. Но они готовы ли к такой ответственности? Кроме всего прочего, если ты живешь выше среднего, ты платишь налог. Ты будь готова и к кляузам, ты будь готова и к проверкам, и ко всему. И у тебя все должно быть настолько четко, настолько все правильно, настолько просто тютелька в тютельку, чтобы не подкопаться. Потому что в нашем мире огромное количество подонков. Как там, хочется жить дорого да богато, работу не предлагать. Вот когда вы смотрите денежные ритуалы, хотите сделать, вы правильно делаете, вы на правильном пути. Вы хотите жить лучше, чем вы живете. Человек, когда недоволен собой, он меняет обстановку. Даже если он очень хорошо живет, но чем-то недоволен, он это что-то должен поменять. Это замечательно, что вы хотите жить хорошо, потому что если у вас нет денег, как ты можешь помочь кошке-собаке на улице? Себе самому есть нечего. Как ты можешь помочь вылечить там живое существо, если у тебя нету денег? О каком высоком искусстве ты будешь разговаривать, думать, поехать в театр, если тебе завтра детей нечем кормить? Сначала человек обеспечивает материальное свое благополучие, потом думает о духовном. Меня никто не переубедит в обратном. Это чушь собачья. Да, если ты внутри богат, то богатство, которое ты заработаешь, ты удержишь. И это богатство будет правильным, это богатство будет идти в правильные русла. Если ты дешевый человек, тебе попадаются деньги, вот там, например, есть вот есть дешевый, абсолютно бездарный человек, у него там есть голос неплохой. Вот мне кажется, я сейчас это вообще отдельной лекцией загружу, а потом уже ритуал, потому что так будет лучше. Вроде у него хороший голос, вот его приметили, вот его пригласили, значит, он зарабатывать начал большие деньги. Но у него что есть? У него, то есть, нету духовного вот этого стержня, у него нету разума такого, у него ничего нет, но на него вот на голову падает вот этот золотой дождь льется, прям вот все, вот он весь озолотился. И что он должен делать этим всем? Показать. Вот, посмотрите, я купил там часы, столько-то стоит. Я купил такое-то, столько-то стоит. Это все, что он может показать. У него нет духовных качеств. Нет, все-таки лекцию не буду. Все вместе послушайте, так будет интереснее. Итак, я вам объясняла, что все вокруг нас живое. Все обладает энергией. Энергия – это частица души. Считается, что во всем мире это частица души того Творца, великого Бога, Отца всех богов, который все создал. Но когда мы начинаем изучать, мы понимаем, что не один создатель всего этого. Их множество, и каждый из них свою сферу создал. Но сейчас мы не об этом. Так вот, все живое, все слышит, все понимает. Понимает ветер,
Попробуйте, поговорите с ветром, когда сильный ветер. Просто поговорите, попросите. Ну, не нужно так, ну, немножко утихай, пожалуйста. Ну, что ты так разбушевался? И вы увидите, как он вас послушает. Вот этот мотив, он есть в русских народных сказках. И не случайно он есть. Разговор с ветром, разговор с морем. Персонализация, то есть его обличают в человеческие качества. Тем самым подсознательно легче представить энергетически эту стихию и взаимодействовать с ним. Более того, всем стихиям были даны имена, которые привычны для человека к уху. Ну вот, например, в магии, именно русской магии, вот у воды такие имена. И они разные, ведь вода есть внутренняя, есть вода подземная, есть надземная, есть вода, значит, небесная, есть речная, есть морская, есть волна, есть мать воды этой всей. Вода Марьяна, вот, сестра ее, Татьяна. Вода Марьяна – это бушующая вода. Сестра Татьяна – это медленно текущая вода, спокойная вода. Ой, не, Ульяна, извиняюсь. Струя Татьяна – это морская вода, море. Хотя по-разному бывает, но в основном принято именно так считать. И мать вода Маримьяна – это общая вода вся, которая и внутри нас тоже находится. Потому что мы тоже отчасти состоим из воды. Именно поэтому, когда Луна поднимает вот эти волны, своим магнетизмом действует на моря и лунный цикл. Поэтому полнолуние на некоторых людей очень сильно влияет, потому что вода внутри нас начинает вести себя, ну, как-то так, скажем, агрессивно. И поэтому у некоторых людей во время полнолуния начинаются головные боли, а у некоторых вообще агрессия, злость. Вот поэтому и говорим, да, полнолуние, что-то обострение у психов. Вот если немножко у человека неадекватное поведение, немного он душевно больной, мягко выражаясь, то во время полнолуния у него это все особенно выражается. Во время полнолуния вот эта вот болезнь оборотничества, которая существует, и существует и на уровне генетических таких отклонений, и на уровне приобретенных болезней, и на уровне психических расстройств. И вообще оборотничество, оно существует. Есть ли оборотни? Есть. Я об этом вам говорю. Оно есть. Это не сказки, понимаете? Это нам кажется, что вот это сказки, какие-то выдумки. Но древние люди, они все это разложили по полкам, объяснили. Даже научно объясняется тонкий мир, почему он существует и прочее. Итак, вода обладает памятью. Вода слышит. Вода охлажденная, то есть вода, которая изначально была как кубики льда, он имеет другую структуру. Там меняется вся эта структура, и вот, если так можно сказать, генетический код воды меняется внутри. И обретает эта вода очень сильную, значит, оздоровительную, целебную силу. И это талая вода. Вот поэтому считается, что на севере люди долго остаются здоровыми и молодыми, потому что там в основном используется снег, лед, это талая вода. И вот генетически, то есть очищенная вода, она придает силу человеку. Екатерина Великая, например, протирала лицо каждое утро льдом. Вот ей приносили специально охлажденную там воду, и она вот все каждый день утром протирала лицо и не промывала, не мыла лицо. Некоторые люди не моют, некоторые моют холодной водой. То есть лицо. Считается, что постоянное касание просто воды обычной может портить кожу. Поэтому вода должна быть специально подготовленная. Серебряная вода, вы знаете, что серебро кидают туда, а утром моют лицо этой водой. Иногда и выпивают воду серебряную.
ионы серебра, они там, значит, создают определенную, там тоже меняет в определенную сторону стихию воды, и вода начинает обладать определенными качествами. Крещенская вода, которую принято считать, откуда это пришло, мы с вами об этом говорили. Это время, когда вода очень насыщена ионами серебра. И поэтому это еще с древних времен известно. Именно поэтому она сохраняет весь год свои свойства. Вот вчера, по-моему, у нас был день зимнего солнцестояния. К сожалению, с Ютубом проблемы. И прошу, пожалуйста, не пишите. Ютуб, значит, замедляется, потом опять восстанавливается, там эту всю технику меняет. Пока что про закрывание нет речи. Если не можете открыть, есть различные приспособления, сами знаете как. Ну, скачивайте, найдите различные варианты. И один устарел, другой установите и смотрите. Потому что я не могу всем подряд. И, пожалуйста, приказы мне не раздавайте. Идите в Рутуб, идите в Дзен, идите еще куда-нибудь. Везде уже я пошла, везде я есть. Если не я, то дочерние каналы. В конце концов, ну, всему есть предел. Даже в Телеграме есть. Но будьте осторожны, там одна мошенница с нашей соседней республики с моим именем открыла «Ведьмина изба», значит, телеграм-канал. Но вы сразу поймете, что это не мой канал и не я там, потому что там то карты, гадания, какие-то руны и всякая фигня, которые... То есть, ну, это не мой канал. А есть дочерний канал, открыл человек и туда загружает все видеоролики. Пожалуйста, еще есть сайт мой, в конце концов, уже говорила 1000 раз. «Ведьмина изба», официальный сайт. Нажимаете, заходите. Есть копия нескольких таких сайтов. Есть официальный сайт. И там все время человек загружает. Все новые ролики он загружает туда. Заходите и все там, собственно говоря. Просто комментарий не можете написать, как в Ютубе, а все остальное так и есть. И в Рутубе есть, и в Яндекс.Дзен есть, и в ТикТоке уже открыли, да везде уже есть. Понимаете, везде. И люди пишут, и прежде чем открывать, конечно, лучше мне написать, чтобы я имела в виду и знала ваш номер, мало ли там что-то предупредить, что-то сказать, посоветовать, объяснить. Мне нужно с вами иметь связь. Остальное открывайте, вот зарабатывают люди, я им разрешила это. Поэтому я везде есть. Ну, сколько можно говорить одно и то же? Я что, каждый день буду снимать? Да и сниму, если у вас YouTube не открывается, как вы об этом узнаете? Итак, с водой денежные ритуалы очень сильно получаются. В основном получается у водных стихий. Это рыбы могут получиться, но с водой. Водолей. Хотя, знаете, я знаю и овнов, которые водные ритуалы проводят, и у них все получается. Потом, вода обладает огромной силой. И начитывая на воду и выпивая воду, вы как бы себя усиливаете, осеняете этой денежной силой. Вы внутрь себя, в свое подсознание пускаете силу денег. И, естественно, оно там работает в вашу пользу. Итак, сейчас я выключу здесь, кто мне мешает. Да что ж такое, ну? Ой. Ну, все. Значит, берете, наливаете воду, обычную воду из-под крана, не сок, а вода. Вот, налито стоит. Берете в руки, сверху заговаривайте 6 раз, но так, чтобы ваше дыхание касалось воды. И залпом выпиваете воду. Можете это делать каждый день. Вот процедура. Вот себе перепишите, положите там где-нибудь поближе к раковине, чтобы вытащить оттуда из тумбочки или что там. Начитать, налить воду. И пусть это войдет в привычку. И вы увидите, что со временем ваше денежное, вот это денежный достаток постепенно будет улучшаться. Конечно, лучше такие работы проводить комплексно. Несколько работ, несколько заговоров, ритуалов и так далее. Но с водой связанные, лично я для себя знаю, что это один из сильных работ денежных.
именно связанные с водой. И очень быстро срабатывают. Ну, может, вы там чем-то торгуете, у вас есть там торговая точка, или работаете в интернете, не знаю, ногти делаете, ну, это не в интернете, конечно. Вот утром вы дела свои сделали, начитали на воду, выпили, и весь день у вас будут звонки, заказы. И так очень много смс мы получаем, и очень много голосовых, и под роликами очень много людей пишут, что вообще никто не звонил, как будто там денежный просто застой. И вот они сделали какую-то работу, и некогда присесть, настолько много заказов. И это замечательно, для этого мы и работаем. Итак, начнем. Заговор следующий. Вода Марьяна, сестра Ульяна, струя Татьяна и мать вода Маримьяна. Шумят с позарания. Вода морская, вода речная, вода небесная, вода подземная воедино собрались, силы воедино соединили, меня на благую жизнь благословили. Реки воедино соединяйтесь, реки богатства ко мне стекайтесь, сколько капель в океане, в каждом людском стакане. Столько денег да будет в моем кармане. Реки водою богатые, а я буду богата деньгами, дарами, всеми земными благами. Вода Марьяна, сестра Ульяна, струя Татьяна и мать вода Маримьяна. Меня благословили и всеми богатствами одарили. Ключ, замок, язык, заклято. Здесь в разброс название, то есть вода Марьяна, вода, значит, Ульяна, струя Татьяна. Это все просто очередность не соблюдена, но это не имеет значения. Это просто перечислены различные воды. Еще раз начнем. Вода Марьяна, сестра Ульяна, струя Татьяна и мать воды Маримьяна. Шумят с позарания. Вода морская, вода речная, вода небесная, вода подземная. Воедино собрали силы, воедино соединили, меня на благую жизнь благословили. Реки воедино соединяйтесь, реки богатства ко мне стекайтесь. Сколько капель в океане, в каждом людском стакане, столько денег да будет в моем кармане. Реки водою богатой, а я буду богата деньгами, дарами, всеми земными благами. Вода Марьяна, сестра Ульяна, струя Татьяна и мать вода Маримьяна. Меня благословили и всеми богатствами одарили. Ключ, замок, язык, заклято. Вода Марьяна, сестра Ульяна, струя Татьяна и мать вода Маримьяна. Шумят с позарания. Вода морская, вода речная, вода небесная, вода подземная. Воедино собрались, силы воедино соединили, меня на благую жизнь благословили. Реки воедино соединяйтесь, реки богатства ко мне стекайтесь. Сколько капель в океане, в каждом людском стакане, столько денег да будет в моем кармане. Реки водою богаты, а я буду богата деньгами, дарами, всеми земными благами. Вода Марьяна, сестра Ульяна, струя Татьяна и мать вода Маримьяна. Меня благословили и всеми богатствами одарили. Ключ, замок, язык, заклято. Все. Усталость сказывается. Этого достаточно. Итак, друзья мои, берите, проводите. Не пробуйте, а проводите. И меняйте свою жизнь. Всем удачи!